Всем привет и добро пожаловать на серию видеоуроков по LiveWire. В этом уроке я расскажу, что такое LiveWire, при каких обстоятельствах его использовать. После мы установим и настроим наш проект для дальнейшей работы. Собственно, что такое LiveWire? Это отдельная библиотека для фреймворка Laravel. Она была создана, чтобы снизить порог входа для фуллстек разработки или разработки на клиенте и на сервере. Как написано в документации, можно писать динамические приложения, не покидая комфортную среду Laravel. Иными словами, с минимальными знаниями JavaScript мы можем писать сносные динамические приложения на клиенте, но используя дополнительную структуру и синтаксис LiveWire. Мое личное мнение, библиотека занимает свою нишу в разработке. Она вполне подходит для небольших проектов, недолгоживущих и с акцентом на скорость разработки как MVP. Поэтому, если вы планируете большой, долгоживущий продукт, используйте JavaScript и его экосистему. Для того, чтобы получить максимальный эффект от уроков, вам надо знать фреймворк Laravel и быть примерно среднего уровня разработчиком. Для начинающих он тоже вполне подходит. Но стоит иметь в виду, что курс придется пересматривать больше одного раза. Даже если вы хорошо знаете JavaScript и какой-нибудь фреймворк, вам будет полезно расширить кругозор и, возможно, в будущем использовать эту библиотеку. Используя LiveWire, можно существенно увеличить скорость разработки, ведь под каждую задачу должен быть свой инструмент. В этой серии я буду использовать PHP 8 версии и все его текущие и предшествующие возможности. В качестве хранилища данных использовать будем Redis. Итак, мы будем делать некоторый тест или викторину, в которой надо отвечать на вопросы, добавлять новые и тому подобные задачи. Именно на таком вымышленном примере я попытаюсь показать основные и неосновные возможности библиотеки. Все начинается с установки фреймворка Laravel. Я предпочитаю это делать через Composer Create Project. Дальше также через Composer я устанавливаю библиотеку. Для того, чтобы использовать LiveWire, нам надо включить две директивы. Самый главный шаблон для стилей и JavaScript. Давайте откроем наш проект в редакторе кода. Предлагаю организовать структуру HTML и добавить родительский layout. Для этого создадим папку layout и шаблон с названием app. Скопируем структуру из файла welcome, уберем то, что в боди документа. Удалим стили, которые по умолчанию это библиотека Tailwind. Заменим уже заранее готовой ссылкой на Bootstrap. Я решил использовать его, так как он более популярный и известный, и мы не будем отвлекаться на верстку и больше сосредоточимся на библиотеке LiveWire. Для вставки вместо директив я предпочитаю другой стиль, через теги. Стили добавляют небольшую анимацию и некоторые скрытия дом-узлов. По скриптам это целый файл для взаимодействия по своему, так скажем, протоколу между клиентом и сервером. Вставим в конце директиву для разметки места дочерних шаблонов. То есть для начала всего надо сделать три главных шага. Установить библиотеку, добавить директивы и по необходимости изменить настройки в файле конфигурации. Через встроенную команду я добавлю его в общую структуру и рассмотрим каждую настройку отдельно. Первый ключ – класс namespace. Это путь, куда будут складываться наши компоненты. По умолчанию есть своя папка в HTTP, но мы можем изменить ее путь. Второй ключ – это viewPath. Папка root для хранения макетов компонентов. Третий ключ – это родительский layout для всех остальных макетов компонентов. Следующим ключом мы можем переопределить путь для стилей и скриптов. Далее группа middleware, которая будет срабатывать при каждом обновлении компонента. Соответственно, в kernel мы можем определить свою группу и заменить ее в конфигурации. Дальше, одной из самых важных вещей – это работа с файлами при загрузке. Здесь настраивается хранение, валидация по умолчанию и другое. В одном из видео я хочу показать, как я потратил несколько дней на нетривиальные настройки загрузки файлов. Последним ключом указывается путь до манифеста, который содержит информацию для авторегистрации компонентов. В описании написано, что, например, для Laravel Vapor может понадобиться изменение пути для этого файла. На заметку, Laravel Vapor – это платная бессерверная платформа для развертывания Laravel. Окей, в этом уроке мы немного разобрались, что это за библиотека, которая в тренде в экосистеме Laravel.
также быстро установили ее и приготовились творить. Всем спасибо за просмотр, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий урок, в котором мы начнем создавать первый компонент.